Друзья, всем привет! Вы на канале Варанча. Сегодня вы отправитесь с нами в путешествие на самый высокий водопад Колумбии – Ла Чоррера. Поехали! Мы пришли, встретились с нашим гидом. Очень приятная у нас девушка. Оказалось, что группа у нас сегодня всего лишь 3 человека. Гид и мы с Вовой. Хотя вообще в описании указано, что группа может быть до 10 человек. Сейчас мы приехали на завтрак. Мы на самом деле от завтрака отказались, потому что очень плотно позавтракали в нашем отеле. Здесь очень приятная кафешка, хочу вам ее показать. Приятный персонал. Чистенько, такие интересные разрисованные стены. Мы взяли себе кофе и чай. Вот наш гид и водитель. И скоро будем двигаться дальше. Все, мы проходим наш автобус и едем. Ехать нам где-то 1:30 по времени. Ну что, мы наконец-то приехали. Дорога с Боготы у нас заняла около часа. Мы проезжали очень крутые места и приехали сейчас в поселочек, который называется Чаочи. Ну, может быть, как-то по-другому. Этот поселочек находится уже за Боготой. Здесь очень красивая местность. Очень красивые горы, туман, деревья. Я думаю, что все это вы увидите в нашем выпуске. И почему мы сюда приехали? Потому что здесь находится один из самых высоких водопадов Колумбии. Водопад называется Ла Чоррера. Высота этого водопада 590 метров. Здесь вообще несколько водопадов в округе. Сейчас мы прогуляемся, посмотрим, что нас там будет ждать. Вот. Я уже немножко запыхался, потому что мы начали подниматься. Ну, круто, сейчас нету дождя. И самое интересное, что водопад уже видно отсюда. Сейчас вам покажу. Там вдалеке туман, и вдалеке видно водопад. Этот водопад также считается 6-м по величине во всей Латинской Америке. Здорово! Нам одевают билетики. А что там внутри? Не знаю. Вот инсайд. О, тут смотрите, есть водичка. О, Есть Ням-ням. такие типа печеньки. Это что-то на ириски похоже. This is антисептик. Это у нас туалетная бумага, маска и яблочко. супер. Мы уже начали спускаться к нашему водопаду. Вообще дорога должна занять около 3 часов туда и обратно. Посмотрим, за сколько мы справимся. И интересно то, что когда мы проходили чекпоинт, скажем так, национальный вход, точнее вход в национальный парк, нам сказали то, что кроме нас сейчас в национальном парке только 3 человека. То есть вместе с нами, с нашим гидом всего 6. Вот. Очень необычно, что такое красивое место находится недалеко от Боготы. Устал от городской суеты, рванул сразу в джунгли, гуляешь по лесу. Здесь уже водичка. Видимо, мы уже близко к водопаду. Здесь указатель в сторону Боготы, здесь циферки. Но мы не будем на них обращать внимание. Нам сказали, что можно пройти в сторону Боготы. Дорога будет занимать 7 часов. И раньше туда, сюда и туда люди ходили без гида, но очень много людей умирало. Потому что они замерзали. Здесь действительно холодновато. И высота, такая как система, есть только в Колумбии, в Перу, в Эквадоре. Вот. Сейчас идти в Боготу пешком отсюда по этому трекинговому маршруту можно только с гидом, во избежание каких-то опасностей. Здесь есть такая небольшая скамеечка с зонтиком, если вдруг начался дождь.
Но это нас ждет впереди, наверное. Мы же не можем без дождя. Вот он там идет. С той стороны водопад. Я надеюсь, что мы запустим дрон. Почему? Вы сами знаете. Потому что виды будут, как всегда, на высшем уровне. Вот уже отсюда видно водопад. Я сейчас его приближу немножко. Вон там. Круто, круто. Красотища какая. Прям пушка-ракета. Наш поход продолжается. Мы уже в дождевичках. Потому что мы опять встретили наш любимый дождь. Больше всего мне запомнилось в Колумбии это дождь. Запомнился. Дождь и дождь. Там было дерево желаний по пути. Сказали, можно обнять и загадать одно желание. Мы загадали, чтобы дождь закончился. А тут идешь такой по дорожке. И Катя говорит, смотри направо. А с правой стороны водопад. Там наверху в тумане начало водопада. Еще оказалось, что он 16-й в мире по высоте. Программа National Geographic продолжается. Мы на пути к водопаду. Он с той стороны. Здесь такие красивые подмостные мосты, как в Коста-Рике. Туман закрыл весь водопад. Здесь водопад с beauty water, с чистой водой. Кать, попей водички, я подписчикам покажу. Мне кажется, что это красиво, можно пить. Ну как? О, очень чисто и круто. Мы пришли уже к самому подножью этого водопада. Интересно то, что мы поднимались сюда с той стороны, а будем спускаться туда, вниз. Очень круто. Туман, там даже не видно начала водопада. Да? Здесь есть умывальнички, можно ручки помыть. Табличка есть. И что на табличке? То, что высота водопада 590 2450 метров мы поднялись сейчас. А высота водопада 590 метров. Крутяк. Я надеюсь, камеру всю не заляпает. Вот такая красота. Да похолодненько. По пути обратно весь водопад и все вокруг окутало туманом. Это добавляет какой-то мистики в нашем путешествии. Вообще круто. Круто бегать по джунглям, по лесам, в дождь, не в дождь. Зато какая природа вокруг. Короче, это жесть. Идет ливень. Мы уже 2 раза пытались полетать на дроне, помучили нашего малыша, ничего не получается. И решили прогуляться к еще одному водопаду. Конечно, ноги уже мокнут, что для нас очень неприятно, потому что у нас завтра вылет в другую страну. Но этот водопад тоже выглядит круто. Я надеюсь, камеру сейчас не зальет. Я стараюсь ее сверху прикрывать. В общем,
видео с реальных событий. Оп, сейчас. Офигеть. Вот он. Жесть. Это просто жесть. О, я вижу там людей. Вроде погода становится лучше. А кто не хотел ехать на водопад? Крутяк. Мы сейчас обошли этот водопад с другой стороны. Оба, оба, оба. И здесь есть зона для фотографирования. Так выглядит. Крутяк. Здесь, кстати, в кустах мы видели колибри. Ну, дождь не заканчивается. А вначале мы поднялись вот там такой проход. Прям за ним. И как всегда, когда мы уходим, все разведнелось. Там видно водопад вдалеке. Но нам уже пора уходить. Спасибо этому месту. Красотища. Всю деревушку вокруг по дороге вниз уже с водопада покрыло тучами, туманчиком. Блин, как красиво. Все, время 3 часа дня, мы проголодались. Приехали обедать. И приехали на обед. На выбор здесь предлагают курицу либо рыбу. Здесь никого нет. Мы на экскурсии были вдвоем. Вот там вот. И здесь тоже вдвоем. Очень красиво. Ну что, наш обед. Нам приготовили курицу, авокадо, салат, рис, напиток, кока-кола. С таким красивым видом будем обедать. Холодно, да. Но ничего. Приятного аппетита. После обеда мы приехали на какую-то гору, просто остановились у дороги. И здесь очень крутое растение. Если кто-то смотрит мои выпуски и видели видео с Килиманджаро, вы кое-что вспомните. Смотрите, здесь целая поляна. И здесь, конечно, мне сказали, что это растение называется немножко по-другому, но это очень похоже на крестовик килиманджарский. Ну, прям очень, только крестовик килиманджарский на Килиманджаро, он гораздо выше. Как нам сказали, здесь, ну вот, например, вот такой столбик. Он вырос где-то за 200 лет. Это растение впитывает воду, и в Колумбии находится около 50% этого растения со всего мира, в общем. И еще один интересный факт, то, что нам сказали, что в Колумбии, точнее в Боготе, одна из самых чистых, очень чистая вода, в общем, во всей стране, и можно пить воду из-под крана. Очень странно. Для такого города чистая вода. Ну, необычно. И листочки на ощупь очень интересные. Что-то необычное прям. А вот здесь цветочек.
Друзья, мы уже вернулись к нашему отелю с экскурсией, и я хотел бы сделать два вывода. Первый вывод, что если вы хотели бы куда-то поехать, обязательно езжайте, не отменяйте это, не сомневайтесь, не откладывайте. Мы долго думали, ехать нам к водопаду или нет, но это оказалась лучшая экскурсия здесь, в Боготе. А второй вывод, это то, что если вы что-то хотите сделать, обязательно сделайте и тоже не откладывайте это. Когда мы были на водопаде, у нас были возможности полетать на дроне, но мы это постоянно откладывали, думали, что виды будут лучше. И погода менялась, был сильный дождь. Спасибо Кате, спасибо погоде, то, что она поменялась. У нас все-таки получилось полетать, и вы видели крутые кадры в этом видео, которые мы сняли на дрон. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до скорых встреч.